блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Ты че ебанулся, спишь? Вставай, я У меня вчера вечером родилась офигительнейшая идея, которая немножко выводит меня из этой депрессии неопределенности, потому что я не понимаю, что будет дальше, что делать, потому что стоянка здесь в Индиантауне очень дорогая, и в целом двигать непонятно куда. Так вот, идея в следующем. Как можно скорее скинуться на воду. Когда запчасти эти придут, резинки мои, поставить их на место, задвинуть движок обратно, скинуться на воду, если он работает, а он скорее всего работает, отправиться в Северную Каролину. Нахрен отсюда из Флориды, отправиться в Северную Каролину, предпринять офигительное путешествие вдоль берегов США и оставить там лодку за какие-нибудь там 200 максимум долларов в месяц против местных 600-700 долларов в месяц. И эта идея, как ничто другое, драйвит меня для того, чтобы я закончил дела с лодкой, задел этот движок, палубу не буду уже тут ремонтировать. Решил воскресным утром позавтракать вот в таком вот месте, нашел на карте здесь Breakfast Place. И это офигительно. В принципе, можно взять одно яйцо, там, 2 кусочка бекона и что-то еще за 5 долларов. Они говорят, а там целый буфет и безлимитный за 8 с чем-то. Ну, все американцы завтракают, особенно сегодня утром, еще воскресенье, все такие на расслабоне. Они вообще каждый день завтракают, потому что позавтракать тут стоит, ну, типа 5 баксов. Я вплотную приступаю к вопросу покраски двигателя. Запас железными щетками, различными средствами для очистки двигателя от старого налета, старой краски, ржавчины. Возник вопрос химической обработки. Я приобрел вот такой вот дегризер. Гриз — это смазка, грязь. В таких вот местах, как это уже очищенная, здесь ржавчина. Специальный Loctite Rust Treatment. Возможно, придется использовать Carb Cleaner, то есть это очиститель для карбюраторов. Ну и, конечно, краска вот такая вот, спрей. Уже я купил такую вот специальную бумагу, которую я здесь все вокруг застелю. Мне кажется, я собрал комбинацию из лучших решений для покраски старого двигателя. Часть в данный момент выглядит вот так. Ну, то есть сначала было что-то подобное, полный трэш и короста. А сейчас, ну вот, в общем, мне напомнила моя работа, работу археолога, который древние ископаемые, обнаружив под слоем земли, так сказать, совершив грубые работы каким-то там, может быть, шпателем, вот, а дальше, чтобы не повредить, вот так вот кисточкой аккуратно песочек вот так вымывает. Вот. Ну и с этой стороны вот так. Я сначала обратил внимание на название этой лодки. Называется Aimless. Бесцельный. Она из Ориентала, Северная Каролина. Куда я так хочу попасть. Перетер с хозяином этой лодки. Зовут Джон, он из Ориентала, реально. 3 года сейчас был на воде. Ставит в хранилище, чтобы летом продолжить с ней работать. Но он... Эй! Здорово. Я снимаю, я думаю, я снимаю. Здорово. Лодочку из Ориентала одну подняли здесь. Да? Кейп Дори. Какая? Больше, чем 30-ка? По-моему, 32. И много окон сбоку. 5 окон. Это, да. По-моему, она рядом со мной стояла, я не смог. Aimless называется. Я не смог. Купил, наконец-то, зеленую краску для двигателя. Немножко... Yes, thank you. Попросил, чтобы мне такого для работы с ржавчиной перед покраской. И вот мне вот это вот посоветовали. Говорят, наносите спреем либо краской. Yes, appreciate it. Always great to be here. Yes, sir. We appreciate the business. Кисточкой либо спреем. Thanks. Типа не нужно смывать. Она химическим образом там работает с ржавчиной, с железом, превращает его во что-то. Там нужно просто дать ей высохнуть и потом покрасить. Так, приехал в Department of Motor Vehicles, то есть DMV, это, по-русски говоря, отдел ГИБДД. Хочу узнать здесь, как мне получить права.
Да, я имею право получить местные водительские права. В принципе, меня были готовы записать на экзамен по теории уже сегодня. Вот говорят, сейчас готовы пройти тест? Там 50 вопросов. Прохождение теста стоит что-то 6 с чем-то долларов. Вторая попытка 10 с чем-то долларов. Я внутри не стал снимать, там обстановка напряженная, там полиция сидит, и в принципе написано no cell phone usage. Я говорю, готов, но вам нужно заполнить форму I-94. Не совсем пока понял, что к чему. И еще принести подтверждение адреса, по которому я здесь живу. Говорит, принесите лучше 2 счета за коммунальные услуги. В одном из них хотя бы должно быть ваше имя. Ну что ж, вперед. Сейчас я тогда отпраздную это поездкой на пляж, наверное. Есть 7-Eleven. Только пойдемте вместе в 7-Eleven. Можно купить огромную пиццу за $5. Сейчас я найду это. Хот-доги, хот-доги. Хочу хот-дог за $1. Хот-доги. 5 за $4. Hot dogs. That's it. What's the price for one of them? 2.13, конечно, не дешево. Интересно, рассматриваю мою форму I-94. Это просто выписка из реестра допущенных к въезду в США. И здесь написано, что моя дата въезда 14 марта, категория виза B2. И написано, допущен до 13 сентября. А в паспорте у меня начеркано 13 августа от руки. Это полгода, а не 5 месяцев. Как-то, в общем, все неоднозначно. Мне нужно только подтверждение адреса, и я могу приступать к тестам на вождение. Еду по дороге вдоль Intracoastal Waterway. Вот это водное пространство, это водная гладь, расположенная внутри. То есть там на горизонте коса, отделяющая вот этот залив от океана. А я еду вот такой вот дорожкой сейчас. Лагуна Indian River, Индейская река. Очень чистая вода, несмотря на то, что это внутренние воды. Там за горизонт, это я сейчас туда еду на пляж, там коса и за ней океан. Канал вдоль всего побережья США, проходящий от Майами до Нью-Йорка, и по нему я хотел бы отправиться. С экипажем, конечно, полный облом. Хотя были ожидания, были. О, какие места тут вообще охренеть. Вот тут-то я... О, сюда-то мне не надо. О! Beach Access. Давайте вместе с вами пройдемся. Обожаю вот эти заросли. Макароны с сыром вчерашние. Все, ребят, все. This is a state-of-the-art engine. Сегодня вечером хотел покрыть его этим составом для обработки ржавых поверхностей перед покраской, но все-таки уже успело стемнеть. Я доводил до ума, все-таки обрабатывал поверхность трансмиссии, там всякие остатки выгребал из щелей. День за днем, день за днем, день за днем. Задумался сегодня о том, чтобы новый двигатель купить. Ну, вдруг с этим что будет не так. Посмотрел на eBay, такой же обосранном состоянии, как у меня, стоит 3500. Новый, более-менее Volvo посильнее, стоит 5500. Японский какой-то юзанный можно купить за 2500. Но суть не в этом. Мне же, чтобы даже поставить новый двигатель, нужно будет этот внутри лодки разобрать по частям, вытащить, а новый купленный снаружи разобрать по частям, затащить по частям внутрь, внутри собрать. Это нереальный геморрой. Поэтому будем до последнего биться. Стоять на своем насмерть. В общем так, 2 апреля реальность такова, что ближайший гость ко мне приедет, возможно, 26-го. То тогда будет более ясно, насколько вообще лодка способна преодолевать, преодолевать какие расстояния способна лодка. То есть я тут 2 недели пока, а предстоит 3 недели еще, более 3 недель до прибытия первого гостя. И пересиживать в Америке я, с одной стороны, не сильно хочу, с другой стороны, уезжать отсюда вообще не хочется. Тут столько интересных дел, столько интересных занятий, так интересно, все прикольно. Несмотря на то, что, конечно, людям сюда трудно приехать, ко мне стараются, но обламываются. Вообще, все открыто, все неопределенно. И я уже к этому привыкаю все больше, к этой неопределенности. Новые идеи придут ко мне, что я еще нового услышу, какую информацию для себя найду.
tornado warnings for the next Ждем half hour. торнадо в ближайшие полчаса. Вот там где-то формируется это. Всем на телефоны пришло предупреждение, все всех предупреждают. Я пойду соберу свой скарб. Usually when there's a tornado, the clouds are Обычно really перед flat, торнадо and облака it comes плоские, down like this out of a и оно big выходит cloud. вот так из плоского облака. And I'm not seeing Я that такого не right вижу. now. It'll sound like a train. Гремит как поезд. You stay safe. Берегись там. In a steel box. У меня цельнометаллическая оболочка. Так, это все нужно убрать. Так, свалю-ка я с лодки, потому что мне сказали, что в сердце торнадо ветры могут быть до 200 миль в час. Вот, усиливается. В общем, неизвестно, будет у этой штуки эпицентр, закрутится она в воронку или нет, но во всяком случае какой-то... То есть они даже с колючками здесь, с иглами. Это, наверное, маленькие кабачки. Что это все такое, известно только мексиканцам и индейцам. Халапеньо. Вот здесь вот более понятные нам товары уже. Петрушечка, вот, со льдом. Очень редкий в Америке овощ. Свекла, надо же. Да. Здесь где-то порядка 8 порций порций мяса. мяса. На 8 обедов. На 8 обедов с гречкой. Я подхожу, спрашиваю, сколько это стоит? Типа долларов 25, я такой, что говорит, 13. А у меня сегодня куриные бедра за $3.25 за 5 штук. Таких вот здоровенных довольно кусков мяса. Еще я взял, вечером ставят по сниженной цене за $1.25. Вот такой вот судочек. Это в кляре внутри находится какой-то испанский сыр с кусочком острого перца, так немножко, ну, это как бы дешман такой, ну, приятно, приятно. Вчера я покрыл двигатель ортофосфорным составом. Сегодня, после того, как он высох, я вижу довольно шершавую поверхность. Да, здесь хорошо все обработалось от ржавчины, но она шершавая, и к покраске она, на мой взгляд, не подходит. Я внимательно вчитался в инструкцию. Если внешний вид вам важен, тогда, покрыв двигатель одним слоем, дайте ему постоять 30 минут, потом смойте водой и после этого красьте. А если внешность не важна, тогда покройте одним слоем и дайте высохнуть, и затем красьте. Я поступил по второму сценарию, не обратив внимания на то, что ну, я не знал просто, как эта штука подействует. И вот, да, действительно, мне внешность важна, поэтому мне сейчас нужно, потому как это все высохло, вновь пройтись по всему двигателю. Ну, вот, скорее всего, я буду использовать вот тремовские специальные губки. Они очень хорошо снимают вот эту вот дрянь. Ну, то есть, вот так вот, если потереть, да. Вот, все становится обратно гладким. Но это, к сожалению, опять все поверхности. Что ж, за работу. Вот так вот мы на подушечке. Вот так вот, блядь. Вот так вот. В общем, ребятушки, чуть было я не обосрался от того, что не смогу вообще все это сделать. Подушка двигателя порвалась. Непонятно совершенно, как вот данная резиновая часть, как она крепится к центральной вот консоли вот этой. Я ее просто руками сейчас снял. Она что, приклеена, что ли, была? Чуть было духом не упал, но, слава богу, полез на сайт Volvo. Есть такая запчасть, что сейчас я определюсь с количеством. 2 только поменять или все 4 уж. Но еще с какое-то время придется подождать их, наверное. Ну, что делать? Ну, во всяком случае, это не тот сценарий, который я уже было начал проживать в своей голове. Прощаться с лодкой и, типа, все уже сдаваться. Нет, не буду сдаваться. Резиновая часть вместе с металлической опорой и верхней штукой, вместе с шпилькой с этой, стоит $40, что, в принципе, гуманно. Но шайба, вот такая вот шайба, $6. $6 шайба. Вот задонатили вот такие морские карты. Это Карибский регион. Вот Мексика, Гватемала, Никарагуа, Доминикана, вот Карибские острова. И здесь, например, океанские течения в июле, океанские течения в мае. Вот как настоящие моряки смотрят. Роза ветров с синими стрелочками. Преимущественно вот такие вот ветра здесь. Восточные. Сегодня день, когда уехал Леша.
Мы с ним тут 3 недели практически провели вместе, и ужинали, грилили каждый вечер. Он мне во всем помогал, и вот так приятно. Он зашел попрощаться на лодку, и он такой: машина здесь, и он оставил мне машину. Так приятно. Спасибо, Леша. Спасибо огромное. Покрыл все нежелательные покраски поверхности двигателя синими такими малярной лентой. Но сейчас обнаружил, заканчивая этот процесс, что вот здесь вот, примерно в районе крепления трансмиссии, еще куча какой-то трухи. Металл можно отколупать. Насыпалась еще вот такая кучка, вот такая кучка. Ну, все будет нормально, да? Я надеюсь, не сойду с ума, не тронусь умом. Вовка верит в меня, Вовка говорит, что вообще он готов гарантировать, что этот двигатель поедет. От многих моряков слышал такие истории, что они вышли, а у них двигатель посреди реки накрылся. Ну ничего, кого-то спасли, кого-то дотащили, кто-то якорь успел бросить. Это гашетка, газ. Оп, интересно, такой, опа, это он так останавливается, а обратно отпружинивает. Ну то есть как-то работает, еще раз вот так, топ, потом опа. И вот этот останов двигателя откидывает гашетку в ноль. Но сперва я пойду потренируюсь на улице на маленьких детальках, которые... 1 минуту взбалтывать. 1, 2, 3, 4, 5. В многих смыслах хорошо, что двигатель у меня стоит внутри, потому что и он не подвергается солнцу, и дождю, и ветру этим воздействием. И главное, что если бы я работал снаружи, мне бы пришлось все время выпрыгивать из яхты, запрыгивать обратно, залезать за инструментами, все время вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз по лестнице. Что, она закипает, что ли, я понять не могу. Должна быть температура. Нужно использовать ее при температурах от 16 до 35 градусов. Действительно, температура данного железа больше 35, потому что она лежала здесь у меня на солнце. Она прям таки горячая. Вот так покрасилась деталь первым слоем. Написано, что нужно покрыть еще 2-м и 3-м. Не очень понимаю зачем, но, наверное, я не граффитист, к сожалению. Но покрашу. Да, и вот такой вот thinner не работает. То вот что он сделал с деревяшкой, когда я чуть-чуть решил смыть с нее. Thinner для разбавления, разбавитель. А мне нужен растворитель. White Spirit, пойду попробую. Покраска мне сейчас жизненно необходима, как воздух. Я уже очень давно готовлю этот двигатель к оной. Затянуть здесь все бумагой. Взять баллончик в руки, надеть респиратор и... Привет, Билл. Painting Крашу inside. внутри. Алло, сейчас слышишь? Говорю соседу, сосед типа, я, блядь, да я двигатель крашу. Он такой: да ладно, двигатель, нихуя себе, это может и мой покрасить. Oh, it's beautiful. Это красиво. Oh, yeah. Wow. Incredible. Неимоверно. Seriously, I mean, Серьезно. that is one nice job. Это потрясающе. See why you're proud of that. Понятно, почему ты такой гордый. A brand new engine, doesn't it? Как новый движок. It'll be a good thing to put it together and see it work. Соберу и посмотрим, как работает. It worked before. When I came here, Сюда-то я примоторил. Всем привет! Вчера я покрасил двигатель. Всем привет! Сегодня я перехожу. И мальчик спит в пироге той, похож на лето. Ссылочка на эту песню будет в описании. Приступил к налаживанию своего динги. Тендер, тузик, резиновая лодка, как его еще называют. Средство для того, чтобы добраться от большой яхты до берега. И в нем все в порядке. Ну, он старенький, да, но я помыл. Есть одна дырочка, вот эта. И вот как ее заклеить лучше? Положить заплатку до этой переборки или поверх вот так. Если я положу вровень по шву, вот здесь вот такую вот, тогда будет мало очень расстояния до края заплатки. А если положу поверх, то может
травить из-под шва, соответственно. Подошел сосед и говорит, когда лодка нагревается и остывает, вот эта поверхность больше подвержена тепловому расширению, нежели вот эта. Ну вот я положу до края. С какой стороны ее приложить? С белой стороны приложу ее. Вот, зачистил эту поверхность, помою ее ацетоном, заплаткой. Примерю, как она сюда у меня ляжет. Ее тоже зачищу. Это не видео о том, как надо делать, а просто я показываю о том, как я пытаюсь. Она должна быть матовой, отшкуренной, чтобы она была более шершавой, чем новая, потому что иначе клей не прилипнет. Вот она где. Изнутри вода течет. Водичка, водичка. В общем, буду клеить и постоянно подкачивать. Острых углов на заплатке не должно быть, потому что в будущем с них может начаться новый отрыв. Вспоминаем детский сад, как учили вырезать кругло. Так, клеить, клеить, клеить. Распространенная ошибка — это наносить клей вот так вот. Таким образом его будет слишком много. Нужно кисть обрезать. Постоянно песок, какой-то пыль, господи, чистоту нужно соблюсти на рабочем месте. Чистоту. Баночка с основным компонентом клея, баночка с отвердителем. Нужно смешивать в отношении 1 к 25. Я не знаю, как это измерять. Я сделаю это на глаз. Ну и все, пошли смешивать, смешивать. Тонкий слой, тонкий слой, тонкий слой. Теперь сказано подождать 30 минут, потом нанести второй слой, потом прижать со всей силы. Ну, чтобы прижимать со всей силы, я взял с собой скребочек. Очень важно кучу мелких компонентов, мелких деталей, которые важны, все предусмотреть. Вовремя, чего я не делаю никогда. Никогда. Отвердителя, может быть, чуть-чуть больше положил, поэтому надо было меньше, чем полчаса ждать. Нанес клей второй слой. Вот что называется с максимально возможной силой. Камера шатается, я извиняюсь. Вот всего-то, вот основной экшен, он вот так вот быстро. Как вчера я двигатель покрасил за час, так и эту штуку там рос, наложилось. А подготовки-то, а сборов-то, а решений принятых, а всего, все это чушь. Вот сюда электричество провести. Ножницы, отверточку, скребочек, кисточку, ацетон, тряпочки, насос и клей еще купить нужны. Так, извлек двигатель от Динги. Сейчас буду заводить. Там у меня уже канистра с бензинчиком. Здесь двухтактная маслица. Сейчас все разведем. Стартер буду дергать на воде. Сейчас тащу это все на воду. Там будем спускаться. Канистрочка вот. Оп. Лодочка у меня классная. Легкая, подъемная и сделана из материала Hypalon, так называемый. То есть PVH лодки, PVC, которые за несколько лет на солнце превращаются в тряпки. А есть, окей, ну так говорят, я не знаю, я не факт. Вообще все, что я здесь говорю, я не претендую на то, что это мнение эксперта. Я никого здесь ничему не учу, не говорю, как надо делать. И не претендую на то, что я говорю все правильно, потому что у меня нету совершенно никакого опыта. И я приехал сюда этого опыта набираться. Слава богу, если кто-то подсказывает, такие люди есть. Если нету, то я сам разбираюсь по инструкциям, вот, написанным на банке, по YouTube и методом ненаучного тыка. Поэтому я говорю, что PVH-лодки не так долговечны, как моя Hypalon. Она выглядит сейчас, ну, это на перевернутом виде. Да, она грязная, но она очень надежная, и ее многие хотели бы иметь такую. Моторчик на нее 3,7 лошадиных сил, двухтактный. И это масло для двухтактных моторов, которое нужно добавлять в бензин, вот в эту вот канистру, в отношении 1 к 50. Ну, соответственно, если я сейчас налил 1,5 галлона бензина свежего, то я добавлю 117 миллилитров масла. Количество добавленного масла я измеряю вот по этой шкале. Это довольно точный метод, но лучше не долить, чем перелить, потому что если перелить масло, то с трудом будет заводиться. А у меня мотор и так, он 3 года лежал. Дай бог, если сейчас заведется. Я думаю, он заведется, все будет ништяк. А еще у меня в Динге вот такой вот надувной пол. То есть с помощью той же самой помпы я через вот это отверстие надуваю пол, и он надувной, и все это легко и приятно. Сейчас я его помою только. Шланг с водой.
А давление здесь, ого, он все течет. Опа, ну-ка давай, бахнет, ну-ка. Вот это вот устройство мое любимое. Всегда мечтал о таком у себя на даче, потому что все время мы зажимали шланг большим пальцем, чтобы создать струю какое-то под давлением. И давно на даче все шланги были настолько худыми, что если бы такую вот штуку поставить на конец, то обязательно где-нибудь бы травило посередине. Но здесь тоже травит, но я уже менее перфекционист, чем в детстве, да? Угу. Вот моя повозка, готовая к спуску на воду. Однажды на таком наклонном бетоне я очень сильно подскользнулся и ударился рукой. Сейчас буду это осторожно все творить или вытворять, даже не знаю. То, как я сейчас прокатился на тузике, это поучительная история о том, что не нужно ходить, что-то сомневаться, клеить, там не клеить этот пол надувной. Лучше просто, вот, если он не сдувается в данный момент, сесть, пойти покататься. И вот он до сих пор не сдувается. Я его оставлю здесь на сутки, посмотрю, как он будет сдуваться или нет. Ну, короче, решать ту проблему, которая есть, а не ходить там вокруг да около этого уголка. Я сейчас отлично прокатился, и мотор вышел на стабильную работу, без, ну, как бы на холостых, немножечко, может быть, с газком, но на нейтрале. Спокойно дал ему просраться, так сказать. Я наладил свет в носовой каюте, это офигенно уютно, так приятно, сразу много раз приятнее. Еще мне iPhone подкидывает мои воспоминания год назад. Что было год назад в этот день? Я смотрю, я жил, работал в своей прекрасной квартире, работал на работе, которая не очень-то и нравилась уже на тот момент. Я помню, что я прикладывал руку к лицу и задавал себе вопрос: господи, какой смысл? Какой смысл? И потом рядом фото показывает мне сегодняшний день, вот, то есть то, что было сегодня, вчера. То есть я сравниваю год назад и сегодня. Я сравниваю себя сегодняшнего с собой тогдашним. И да, тогда было более определенно все, и доходы были повыше. А сейчас как-то, с одной стороны, более тревожно, потому что неопределенные доходы пониже, а, мягко скажем, да, вообще их нет. Но при этом я ставлю себя на место себя год назад и смотрю на то, что происходит сейчас, через год. Господи, год назад я бы сказал, что это мега круто, что я выбрался сюда и занимаюсь сейчас здесь этим. Да, это такое сравнение впечатляет, помогает, если вдруг приуныл. Спокойной ночи.